Приветствую всех, друзья! В этом ролике речь пойдет о неизвестных токарных станках по металлу с самыми невообразимыми конструктивными особенностями. Это станки, которые выпускались в небольших партиях или являются экспериментальными экземплярами. Они не стоят и пылятся в музеях, а трудятся до сих пор в мастерских некоторых умельцев, невзирая на то, что некоторым больше 100 лет. Именно поэтому вероятность того, что вы их видели, очень мала, однако же они сполна заслуживают вашего внимания. Для начала рассмотрим такой уникальный станок производства Франции, особенность которого заметна сразу. Это направляющая необычной полукруглой формы сечения. По ней, единственной, перемещаются все основные элементы станка. Благодаря такой конструкции инженеру удалось сводить к минимуму проблемы с люфтом и выработкой соприкасающихся элементов. Отчасти из-за большой поверхности соприкосновения деталей, а также благодаря тому, что каретки продольной подачи и задней бабки обхватывают направляющую со всех сторон. Также свойство такой формы направляющей сводит к минимуму ее прогибание при силовых воздействиях в процессе точения. Сама по себе направляющая цельнометаллическая, однако на нижней поверхности профрезерован паз для ходового винта, рукоятка которого находится на правом конце направляющей. Другими словами, ходовой винт полностью закрыт от внешних воздействий. Левый конец винта берет начало от системы шестеренок, образующей всем известную гитару, предназначенная для вырезания резьбовых соединений. Шпиндель передней бабки вращается в подшипниках скольжения, что вместе со всем намекает на высокоточность. На заднем конце шпинделя можно заметить и механизм деления, что является довольно редким явлением на такого рода станках. Ну а такие вещи, как малая продольная подача с возможностью поворота на нужный угол для точения конусов и нелинейных поверхностей, окончательно убеждают в профессиональности данного чуда, при том, что станок не такой уж и маленький, хоть и настольный. О размерах можно судить по единственной известной величине, и это высота центров в 100 мм. Продолжая тему необычных направляющих на токарных станках, рассмотрим вот такой зверек, происхождение которого неизвестно, но предположительно был построен в конце 19 века. Оригинальность данного станка состоит также в форме направляющих круглого сечения. Как вы понимаете, в те времена это было невероятным решением, помогающее исключить люфты и дребезжание в процессе работы. Таких направляющих две, и они разного диаметра, расположены в вертикальной плоскости друг над другом. Верхняя направляющая большего диаметра является, собственно, поверхностью, по которой перемещается суппорт и задняя бабка. А вот нижняя выполняет роль как бы поддержкой для суппорта, предотвращающая скручивание вокруг основной направляющей. Это довольно странное решение, но возможно она имела какую-то логику. Продольное перемещение суппорта осуществлялось по зубчатой рейке, которая была необычно выдвинута вперед от станка и крепилась только с одного конца. Довольно странный резцедержатель, однако характерный для того времени, располагался на съемной малой продольной подаче, которая в свою очередь крепилась на Т-пазы поперечной подачи. У станка был и ходовой винт для нарезания резьбы и довольно удобно расположенный рычаг, смыкающий маточную гайку и приводящий в движение суппорт. Вращение ходового винта осуществлялось посредством червячного механизма, расположенного на левом конце, и, что довольно странно, рукояткой на правом конце винта. По рассказам обладателя, станок довольно точен и прост в обращении, несмотря на то, что станку больше 120 лет. Это сложно представить, но это чудо было сконструировано в Германии в 1840 году. И глядя на него, понимаешь, что его возраст выдает только форма ножек и шкив для широкого ремня, расположенный посередине шпинделя передней бабки. Все остальное довольно трудно отличить от более ранних и даже современных моделей. Невероятной конструкционной особенностью является и материал, из которого он был отлит. Это бронза. По понятным причинам все силовые и трущиеся детали сделаны из чугуна, но все же почему все остальное из бронзы? Направляющие трапециевидные, как у современных станков. Есть зубчатая рейка для продольного перемещения суппорта. Даже ходовой винт с рукояткой на правом конце. Обилие рукояток и рычагов на суппорте отчетливо намекают, что станок оснащался и подобием гитары для нарезания резьб. Однако мы это уже не увидим. Возможно, вы уже задались вопросом,
Почему реализовано перемещение суппорта по зубчатой рейке и ручное перемещение по ходовому винту? Да все довольно просто. У ходового вала шаг резьбы меньше, чем шаг зубов рейки. И таким образом можно было переместить суппорт с более точной подачей. И именно из-за этого у станка две маточные гайки и два рычага для их управления. Это вам ничего не напоминает? В конце 19 века был изготовлен и данный станок, имеющий довольно скромные габариты и весьма неоднозначные решения в конструкции. Станок оснащался огромным количеством дополнительной оснастки, позволяющей увеличить в разы функциональность и количество выполняемых операций. При первом осмотре можно заметить непропорционально большой ходовой винт для нарезания резьбы и автоматическую продольную подачу. Однако это не самое интересное. В комплекте со станком шел и набор винтов для автоматизации всех подач, что, согласитесь, не характерно для того времени. Кроме этого, станок мог выполнять и функцию долбления, фрезеровки, гриндера, токарного по дереву и многое другое. Возможно, вы также заметили и непропорционально длинную станину, выходящую далеко за пределы ходового винта и зубчатой рейки. Все это имеет смысл, если акцентировать внимание на механизм с правого конца станка, за задней бабкой. Это подобие револьверной насадки для выполнения действий по изготовлению большого количества одинаковых деталей. Хоть и приводится в движение данный механизм вручную при помощи рычага, такое дополнение здорово могло облегчить труд, например, при сверлении внутренних отверстий. Подытожив, хочу сказать, что в те далекие времена, даже при отсутствии компьютерной графики и огромного штата инженеров, конструкторы старались создавать станки, которые обладали не только хорошим функционалом, но и были максимально прочными и надежными, и работали сотни лет, даже если для этого они выглядели максимально неординарными. Станок был изготовлен сразу после окончания Второй мировой войны, и это был самый необычный станок того времени. При первом взгляде, кроме огромного количества различных рычагов и рукояток управления, можно заметить и довольно крепкую и надежную буровую установку. Однако не это самое интересное. Если открыть кожух передней бабки, то мы увидим цепной привод шпинделя и коробки подач. Скажу честно, я никогда с таким не сталкивался и не могу сказать, насколько такое решение практичнее и надежнее, и чем конструктор руководствовался при создании такого механизма. Может, у вас какие-то догадки? В остальном станок более или менее типичный для того времени. Мощная чугунная станина с возвышающимся над ней плоскими направляющими, по которым перемещается не менее массивный суппорт с поперечной подачей. У станка есть ходовой винт для нарезания резьб. А если у вас возникли вопросы по поводу привода для сверлильной установки, то тут все просто. С задней стороны станка, а именно позади передней бабки, находится небольшой редуктор, вращение на основной вал которого также передается цепью. Из редуктора вращение передается по небольшому валу на редуктор внутри колонны, ну а оттуда по внутреннему валу на шкив. Вообще, если быть объективным, то конструкция самого сверлильного станка с легкостью могла выполнить функцию и вертикальной фрезерной головки, так как у станка есть и малая, довольно точная подача. Но конструктор решил, что сверлильный им нужнее. Следующий неизвестный станок, по некоторым данным, был сделан в 1850-е годы, и он полностью соответствует своему времени, но с некоторыми особенностями. Станок нашли на Нормандских островах, однако про страну, где он родился, ничего не известно. Возможно, там, где его и нашли. У станка есть большое количество странных решений, например, наличие 4 подач вместо 3 привычных нам, а также расположение суппорта не на верхней поверхности станины, а на передней боковой. Соответственно, и направляющие формы ласточкин хвост находятся на этой поверхности. Но вы, возможно, заметили, что направляющие есть и на верхней поверхности станины. Они предназначены для перемещения задней бабки. Станок оснащается и винтом подачи, но я долго ломал голову, зачем он там, ведь привод для него ручной, и получается, что у станка 2 ручные продольные подачи. Но на самом деле у станка 2 поперечные подачи с различными толщиной валов и шага резьбы. Другими словами, станок оснащен продольной и малой продольной подачами, а также поперечной и малой поперечной подачами. Кроме этого, в нижней
нижней части суппорта находится рукоятка и для вертикальной подачи. И тут появляется тот самый логистический дисбаланс, ведь никаких механизмов регулировки задней бабки по высоте нет, как у других рассмотренных ранее станков. И как же центровка? Все становится на свои места, если вспомнить, что станок не только токарный, но еще и орнаментальный. И кроме суппорта, нам на это еще намекает и весьма необычная передняя бабка, конструкция которой, вероятно, обусловлена наличием механизма копирования, который, к сожалению, отсутствует в нашем экземпляре. О происхождении следующего станка вообще ничего не известно, и казалось бы, совершенно обычный токарный станок, но вот скажите, где его управление основной продольной подачей? На самом деле она есть, и это не рукоятка с винтом или зубчатой рейкой, а рычаг с фиксатором. И для выполнения тех задач, для которых станок предусмотрен, этого вполне хватает. Вероятно, вы не поверите, но это резьбонарезной станок, предназначенный для нарезания короткой, но очень точной резьбы, используемая в производстве оптических приборов и инструментов. Для выполнения данной работы у станка есть копировальный механизм, состоящий из небольшой колонны круглого сечения, прикрепленной к стойкам шпинделя передней бабки и выполняющая роль хобота. Колонна может выполнять возвратно-поступательные движения. Шаблон резьбы фиксируется на заднем конце шпинделя передней бабки. На него опускается копировальная головка, установленная на левом конце колонны. Для регулировки глубины врезания есть специальная площадка, на которой упирается регулировочный винт. На правом конце колонны находится кронштейн для фиксации режущего инструмента. Процесс нарезки довольно простой и исходит из того, что шаблон вращается одновременно с заготовкой, и ползунок, перемещаясь по шаблону, двигает на ту же дистанцию и всю колонну с резаком. В остальном станок совершенно обычный. Ну а напоследок мы рассмотрим совершенно необычный двуглавый монстр в виде комбинированного строгального и горизонтально-фрезерного станка. Предположительно был изготовлен в Австрии и предназначался для использования на борту корабля. Несмотря на его относительно скромные размеры, станок довольно крепкий и надежный. Сделан по всем канонам станкостроения начала 20 века и оснащался даже автоматической продольной подачей. Во все времена люди пытались всеми способами отличиться от себе подобных. А если говорить о техническом развитии и конкретно о станкостроении, то благодаря этому на свет появлялись станки, конструкция которых была настолько нетривиальной, что некоторые функции до сих пор вызывают споры, как со стороны обычных пользователей, так и со стороны ученых. Такие станки зачастую уникальны в своем роде и по каким-либо причинам не получили билет в массовое производство. Иногда складывается такое ощущение, что всего лишь чуть более 100 лет назад людям было известно больше о металлообработке, чем сейчас. Наши сегодняшние рассматриваемые токарные станки отличаются от привычной конструкции тех современных экземпляров, которые находятся на рынке и которых после покупки приходится зачастую дорабатывать, чтобы с успехом пользоваться ими. В старых станках было уже все учтено производителем, и это при том, что над ними не работал штат персонала с инженерным образованием, а зачастую это был один человек, имя которого до сих пор неизвестно. Одним из таких неизвестных станков является вот этот монстр, предположительно появившийся в Америке с 1895 по 1910 года. На первый взгляд это вполне обыденный настольный токарно-резьбонарезной станок. Однако если присмотреться, то можно заметить, что форма направляющих станины не такая уж и обычная. Если наличие подобия Т-паза вдоль середины станины хоть как-то можно объяснить, то форма передней направляющей суппорта вызывает вопросы. Это призматическая форма, которая не была распространена в те времена. Кроме этого, вдоль задней поверхности станины также присутствует довольно мощный Т-паз, функция которого пока не изучена, однако есть много догадок, начиная от возможности крепления какой-то оснастки и до бесконечности. Стоит сказать, что такого рода Т-пазов у станка в огромном количестве, они присутствуют везде, причем даже там, где их присутствие не совсем логично. Говоря о суппорте, который по сути представляет собой мощную литую плиту с 4 Т-пазами, можно заметить на фартуке загадочные отверстия, о назначении которых до сих пор спорят.
Возможно, в нее крепилась утерянная деталь от механизма включения автоматической подачи, однако зачем тогда рычаг, находящийся ниже? Не менее загадочными являются и проштампованные цифры 1 на салазках и фартуке, если учитывать, что станок не выпускался массово на заводах. Но вот зачем эти цифры? Передняя бабка станка также не совсем традиционная в нашем понимании. Представляет собой два держателя для шпинделя, который вращается в подшипниках скольжения. Станок оснащен гитарой для вырезания резьб. И скажу честно, довольно непростая. В комплекте сохранились и дополнительные шестеренки. На задней стойке держателя шпинделя можно заметить и стопорный палец, который вместе с отверстиями на шкиве превращает переднюю бабку в делительное устройство. На верхних поверхностях стоек можно заметить два Т-паза, что также необычно и непонятно зачем. Но это хоть можно предположить. Но вот зачем Т-паз под шпинделем на правой поверхности передней стойки со стороны патрона? Ведь что-то крепилось в него, да еще чтобы ничего не мешало вращению патрона, довольно проблематично. Вдоль передней поверхности станины можно также заметить толстый и мощный ходовой винт, предназначенный для передачи крутящего момента с гитары на суппорт станка. И все бы ничего, ведь мы не впервые это видим, однако только посмотрите, как интересно выполнен механизм включения передачи крутящего момента на ходовой винт. Ручное и продольное перемещение каретки осуществляется при помощи фиксированного к станине маховика, вал которого соединяется одним концом при помощи конической зубчатой передачи с валом ходового винта. Автоматическая передача вращения имеет более сложный механизм, состоящий также из конической зубчатой передачи, но между ними находится и ведомая шестеренка, имеющая главенствующее значение в данном механизме. Собственно, включение передачи осуществляется при помощи рычага, который смещает муфту, вводя в зацепление коническую шестеренку на конце ходового винта с ведомой шестеренкой. Также, в зависимости от стороны смещения рычага с муфтой, можно включать вращение вала в ту или иную сторону. Механизм довольно простой и надежный. Вероятно, у вас возникнет вопрос по поводу усложнения этой функции, ведь мы знаем более простые решения. Но если мы посмотрим ниже, то увидим еще один вал, который доходит до конца станка. И этот вал не вращается, а сдвигается в продольном направлении одновременно с рычагом включения передачи вращения на ходовой винт. Функция данного прутка довольно проста и состоит в автоматической остановке ходового винта при нарезании резьбы или же автоматической подаче. Об этом нам намекает и огромная регулируемая шайба, находящаяся на этом валу. Ей можно регулировать длину съема или длину нарезания резьбы. Как только фартук продольной подачи наезжает на эту шайбу, она смещает вал, и вместе с ней муфта выводится из зацепления и винт останавливается. Задняя бабка у станка совершенно неприметная, но функцию свою выполняет неплохо. В общем, вот такой загадочный станок появился больше 100 лет назад и работает до сих пор. Второй обозреваемый станок появился предположительно в Англии в 30-х годах 20 века. И несмотря на отсутствие конкретной информации об изготовителе, станок отличается невероятно странной конструкцией. Начиная с того, что литая станина и мощная направляющая прямоугольного сечения являются отдельными разборными частями. Суппорт продольной подачи и задняя бабка обхватывают направляющую со всех сторон, причем с нижней стороны есть винты для фиксации данных элементов. Винт продольной подачи находится под нижней плоскости направляющей, образуя таким образом некую защиту. Соответственно, маховик для продольного перемещения суппорта находится на правом торце станка. Все это рисует нам картину невероятной мощи и отсутствия какого-либо смещения или дребезжания при обработке заготовки. Однако наличие аж 4 плоских поверхностей скольжения намекает на возможные проблемы с перемещением в отсутствие обильного смазывания, да и при попадании мелкой стружки. Станок, вероятнее всего, имел и функцию нарезания резьбы, так как на левом торце мы видим левый конец ходового винта, куда, по всей видимости, крепились шестеренки гитары. Также на передней поверхности левой части станины под передней бабкой можно заметить рычаг включения вращения
крепения ходового винта. Ну а окончательно можно убедиться в этом, заглянув снизу под станиной, где мы увидим собственно муфту для данного механизма. Особый интерес вызывает совсем непростая передняя бабка, которая является по совместительству и коробкой передач с 4 скоростями. Для управления изменением передаточного числа оборотов шпинделя на левом торце коробки находится 4 выдвигаемых стержня с обозначением А, Б, С и Д. Причем первые 2 из них находятся на крышке коробки, а остальные на левом торце корпуса коробки. Все валы вращаются на подшипниках скольжения, и для их смазки есть специальные масленки с соответствующим обозначением. Собственно, вот такие необычные станочки. Интересно, что вы думаете о таких необычных решениях в конструкциях токарных станков? У меня на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока.